спасти сейчас. Не хватает резкости. Вас встречает очень даже хорошо. И у нас второй раунд. Тут уже противостояние тяжеловеса. Сейчас вот вперед пошел Максим, но... Хороший! Ой-ой-ой! Это снял! Здравствуйте, меня зовут Ростислав, я из города Харькова. Вы меня знаете под прозвищем Танос. Хочу показать красивый бой, возможно, закончить его досрочно. Если не получится, то, думаю, соперник тоже составит мне неплохую конкуренцию. Моя поддержка — это мои близкие, также это ребята из мини-тим и ребята из Норсайд. Также это мой позвоночник. Спасибо, до свидания. Всем привет, я Андрей Оголь, мое прозвище Черный. Сам из города Кропивницкий, занимаюсь боевыми искусствами почти всю свою жизнь. Мое преимущество в том, что я просто офигенный пацан. Обалденная выносливость, обалденный характер. Так что буду показывать жару. Итак, наша пара тяжеловесов. И поприветствуем первого бойца. Рупайло Ростислав, он же Танос. Непобежденный боец нашей организации с рекордом 2-0. Представитель команды Мини-Тим. В первом турнире одержал победу над Крокисом Артемом по прозвищу Лис, а во втором над Даньшиным Олегом. Чемпион Харьковской области по муай-тай. Давайте поддержим этого духовитого и яркого бойца. И поприветствуем его оппонента, Оголь Андрей по прозвищу Черный. Представитель из города Кропивницкий. Его рост 195, вес 99. И ему 20 лет. КМС по хортингу. Трижды чемпион Украины по хортингу. Хочет доказать всем и себе, что он лучший. Что ж, давайте пожелаем ему удачи и поддержим этого бойца.
Бойцы на середину. Ну что, великаны, слушаем внимательно. Слушаем мои команды, выполняем их. После команды стоп не работаем. Затылочная, височная часть мы не бьем. Позвоночный стоп не бьем. Ниже пояса не бьем. Никаких голов, никаких плечей. Честный, красивый кулачный бой. Будете клинчевать не по-боксерски. Буду разнимать, не давать время на клинч. Вообще у вас 3 секунды. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Так, в черных тейпах у нас... И сразу в клинче, прям, воу. Ну, его так просто не возьмешь. Да, в черных тейпах Танос 2-0. И против него дебютант. Стоп! Дебютант по прозвищу Черный. Бой! Слушай, ничего себе, как Черный. И отвечает сейчас. Танос отбивает. Набил ему Желтое ребра. замечание, Танос. прихват 2 руками. Контролируем себя. Все остальное отлично, бой! Да, но тут так просто не возьмешь голыми руками. Да, и... А страшно здесь. Танос пробивает ударчики, уклоняется. О, сейчас Танос хорош. Снизу надо пробивать. Боковые удары не залетают, так как ручки защищают виски и голову. Да, тут надо бить снизу. Хорошо Танос уклоняется, но пропускает какие-то парочку ударов из 6 комбинаций, ударной комбинации. Очень тяжело Отлично. комментировать, так как пацаны я чисто бьются, туда да, и уже. уже хочется окунуться в эту стихию бокса, молчать и наслаждаться. Потому Бог что, сейчас пропускает. Пропустил сейчас. потому Танос. что тут Так и продолжаем бой! хочется ничего не Посмотри пропустить. на- Пока что говорить. На шишки, которые уже есть у Черного. Есть. Сейчас он... Они Вот уже то, что ты говорил, уперлись друг другом и начинают бороться, но тут хороший правый залетел от Таноса. Черный его не почувствовал и, в принципе, остался. Уже и глазные дуги чуть-чуть дали опухоли. Ой-ой-ой. Парень, клюшка прихвата и снизу. Разворачивай. Просто Под конец такое грандиозное событие. Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! первый раунд был просто невероятный. Что она делает? Залетела от Таноса Черному. Как он быстро. Прямой левый на выходе. Тут что-то значит. Красиво, честно. Он начинал, пристрелялся Танос, правильно? Уже, Да, и но начал тут- пробивать. И Они опять вот это хоккейный клич от прихватывают. Черного был. Они вдвоем хотели вдвоем. Пропустил, разворачивать надо. В первую очередь. Они упираются, но тут можно и развернуть на ногах дистанцию. Тут можно обмануть, конечно. Вот это все такое противостояние, можно сказать, мощностей. Их можно разворачивать, раскручивать и разбивать сбоку. Убирать себя на ударную дистанцию и атаковать сразу. Ты видишь, они просто вот так вот Уперлись. Да, уперлись. Клюшки свои запустили и начали начинают друг другу. обмениваться ударами. Да, видишь, он Танос подхватывает спрятал, локоть, да. спрятал бороду, держит на защите. Его прихватили борцовскими клинчами. Просто. Клюшками давят, и он даже оттуда не может спастись. Сложно очень Таносу, и тут предупреждение Минус есть. балл. Ну как не ты две руки на него закинь? Две. Пересмотреть? Ну, Работаем, условно, бой. в моменте, когда он перекладывал руки, он чуть задержал. И Ну да, подгрузил диафрагму, ну получи, распишись. Это залетело прям в глаз. Левая залетела Черному, Черный аж прям закрыл Еще глаз. раз туда же Да. запускают. И Всё. тут уже, обрати внимание, насколько тяжики борются. Прям Клинчик, да. впустил ручки, спрятал затылочек.
Еще пропускает сейчас черный. Ой, дали по ребрам, конечно, черному. Танос уже подустал. Дыхалочка уже на исходе. Пропускает удары, но по защиту. Опять залетает эта клюшка, и опять его снизу начинает бить. Атакует Танос Тут надо корпус. разваривать. Мешками упер его в голову, развернул, и теперь клинч. Да, и конец второго раунда. Бойцы, 5 секунд. Подошли на середину. Секунда времени. Смотри, пока ты перехватываешь. Раз, два. Ну, то есть перехват это вот так. Давайте честный бой без вот этой вот херни за затылком. Судьи Хорошо? готовы? Угол, вы же видите это, блядь, что Судьи это происходит? готовы? Я извиняюсь за мат. Давайте я сейчас выскочу, тоже буду его так держать и буду кидать ему апперкот. И честно деритесь. Красивый, честный, зрелищный бой. Придерживать, ладно, рукой, а когда ты вот за затылок берешь, поехали. Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время. Бой. Двигайся. Давай, пошел двигаться. Двигаешься. Танос пробил по животу. Ударил оверхенда, когда тот наклонялся черный. Черный сейчас подзаплыло. Баночки подналились молочной кислотой. Да, есть. Мне нравится, Танос сразу берет андерхуки. Время. Отключает руки. Вот таким нырком под руку провоцируешь его на борцовский захват. Не ныряй. По крайней мере, так точно. Время. Бой. Давай, собрано, Ростик. Все, тут уже последний раунд. Тут уже некогда думать, что у тебя происходит. Уходит, Я думаю, пробаривает. мне кажется, будет экстра раунд еще в этом поединке, потому что ребята на данный момент ведут очень ровно. Прям вот. Бой. Плюс у черного минус балл. Набил черному он ребра. Да. Сейчас борются, разворачивают друг друга. Вот борьба насколько важна. Да, мне кажется, еще один сейчас минус балл будет. Работаем, бой. Первым номером, пошел. Работай, Ростик. Работай. Стоп. Ростик, точно, 3-2 на бой. Чистенько. Удар должен попадать Давай. по всей плотности, куда надо. Был бэк. Бэквист, таким бэквистом можно ковры выбивать, блин. Ну, ковер, да, и он хотел ему выбить, наверное, пару зубов. Выбить ему все, мне кажется, этим ударом, потому что... Опять же, он это сделал в третьем раунде. Ринг мокрый, чтобы вы тут не поубивались. Это Ради я вашего плачу. блага. Давай. Плачу от того, что вы меня не слышите. Не поливайте больше на будущее тоже. Когда льете на бойцов, аккуратнее, пожалуйста. Все нормально, но просто, чтобы все знали, секунданты. Бойцы. Время. Бой. Пошел, жди его. Оу, Танос пробил по животу передним ударом, ну в клинче. Бой. 30 секунд, поддерживай бойцов. Вот это тяжи! Вот это тяжи! Вот они, уже силы на исходе. Да. Они отдали себе полностью. Начинают бороться. Да, Танос проводит правильно 2 удара. Правый, левый сбоку на выходе. Бойцы начинают клинчевать, но их разнимают, чтобы был жесткий махач. Ну вот. Опять эта клюшка, опять она заходит снизу. Забрасывает Потерпеть его. Таносу. И вот он Я правый был на выходе. Бойцы обнимаются, отдали самого себя. Поприветствовали друг друга, они обнялись. Что-то мне подсказывает, что будет экстра раунд. Ну, мне так кажется.
можете только представить, насколько сильный тоннаж ударов этих ребят, и они это все держат, не принимали удары тяжелейшие, не улетели в нокдауны и в нокауты, да, выдержали это все. Это просто невероятно. Силачи просто. Держи. Артем Лобов. Все. Авторитет. Ну, во-первых, хочу сказать, что был небольшой там момент, когда двумя прихватил, но в основном все по правилам. То есть это можно. Клинч одной рукой разрешен. Это во-первых. А во-вторых, Ростик сам здесь виноват. Он голову вниз опускает и вот так к нему идет, просит, чтобы просто за затылок прихватили и носовали апперкотом. Ну так же. Поэтому бой был довольно-таки равный, но по моему мнению победил ты. То есть ты больше попал, и да, чуть близкий бой, равный, но все-таки победитель здесь. Ребят, давайте добавим раунд пацанам, не? Это вполне справедливо в этом. Да, можно бой добавить равный, раунд. бой равный. Давайте уберем вот эту всю грязь и сделайте красивый махач. Денис, ну я тебя также буду за голову ж прихватывать. Братанчик, Смотри у меня. Я обязательно буду готов на это все. Все. Готовы дополнительный раунд? Танос, готов дополнительный раунд? Минуту дадим на отдых и дополнительный раунд. Все-таки экстра раунд. Ну, вот это серьезно, серьезно. Да, все захотели, в принципе, поддержки, и непонятный, конечно, у всех взгляд, кто же победил в этой схватке. Я думаю, что сейчас экстра раунд добавят, и пацаны отдадутся полностью. Вот тут уже кто чего стоит, вот тут уже последняя декалка, вот тут уже воля, вот тут уже характер. Как объяснял Андрей, экстра раунд, 3 раунда не учитываются в экстра раунде, учитывается только 1 раунд экстра раунд. Ну, в принципе, пускай так и будет. Да. Ну, это ребята объясняли. Не, вам долго объяснять, так что вы смотрите, да, думайте. Я думаю, что у ребят все получится. Да, выбросили экстра раунд. Жюри и... А минус балл же был у черного. Ну, конечно, какой-то раунд должен пойти в ничью, если даже какой-то раунд выиграл. Ну, может быть, даже и второй или третий раунд пойти в ничью. Дали минутку отдыха дали ребяткам. Все, капы в зубы. Все, поболтали, дядя Саша, возвращаемся на работу. Бойцы! Бойцы, давайте, настройтесь. Экстра раунд, честный. Пожали руки. Все ради вас собрались. Давайте, Судьи устройте готовы? махач. Поддержим бойцов. Экстра раунд, время, бой! И последний экстра раунд. Зажгите, да. Уходит. Стоп! Он очень прячется в одну сторону и уходит, получается. Ой-ой-ой, вновь пошли апперкоты, прикрывается сейчас. Но он после того, как он бьет эти снизу, он открывает свою голову, и Танан может залететь ему сбоку. Борьба пошла. Вклинивает голову. Вот, 2 руки снова. 2 руки было. Чуть-чуть паренек нарушает, но ничего страшного. Да, было 2 руки, в принципе, но эту шею, когда ты забил... Еще, вот как ты говорил, боковые из этой ситуации, с хоккейного клинча. Пацаны клинчуют и начинают разбиваться. Уже у Танана разбит лоб. Он начинает защищаться, пропускает удары, пропускает Танан удары, защищается. Тут сразу бой, сразу тут начинается клинчевание, борьба. Мне кажется, Саша сейчас накачается просто. Да, но Танан прячет голову свою вниз, а черный ее прихватывает и начинает бить. Ну вот. Ой, удары 3-4 снизу залетают, 5-й удар снизу подряд залетает. Танан ждет своего такие удара. тяжелые, такие... Вообще не знаю, как там... Голова стряхивается, тут намного. 30 секунд. Сечка заливает кровью уже лицо. Танан устал. Черный нападает и давит. Выдохся, бьет удары. Просто, Кто хочет победу, так это бойцы с Махача. Жесть, ты просто посмотри. Бьет, вколачивает свои удары снизу, сбоку. Но заряжается. Черный. Танос, мне кажется, сейчас приготовит что-то. Ну, он сильно уже устал. Да.
Черный хочет победу. Видно, как он ее вырывает в первую очередь. Да. Все, да, конец. Конец. Я думаю, черному победу надо отдать. И он ее заслужил. Он ее хотел в первую очередь. Лучший бой вечера и, мне кажется, номинант на бой года. Однозначно. Так подожди, год еще не закончился. И мы не номинант на бой года это когда там все давай собираются. посмотрим. Да. Значит, то есть с этими ребятами нам надо придется соревноваться. Да. Так не люблю такие ситуации. Бойцы на оглашение. Итак, в данном поединке раздельным решением судей победу одержал Оголь Андрей по прозвищу Черный. Я уже просто предвкушаю этот там кипиш касательно минус балл, судейства. Но давайте мы посмотрим на этих здоровяков. Каждая тычка там может быть как последняя. Спасибо им, что показали такой зрелищный, яркий поединок. Но пускай победа будет такая, как решили наши судьи и члены жюри. И она, я думаю, заслуженная. Андрюха, с победой. Ростик, здоровяк. Секундочку, да. Аккуратненько. Спасибо, Андрюха. Это звезда нашей организации. Мини там работу над ошибками ты уже проведешь в конце концов или нет? Проведет. Ощущения твои? Ну, прежде всего хочу сказать, что как это называется? Уже не помню. На интервью говорил, что хочу провести красивый бой. Думаю, вам всем понравилось? Спасибо вам большое, спасибо сопернику, спасибо организаторам. Спасибо моей поддержке. Ну, чутка, может, где-то не хватило. Мы будем над этим работать. И обязательно вернемся сильнее. Спасибо еще раз. У команды мини-тим бывают такие черные и белые полосы. Сегодня, я думаю, все мы понимаем, какая полоса. С победой, с дебютом. Кого? Понятно. Ярко ворвался в нашу организацию. Яркий зрелищный поединок. С победой. Несколько слов. Всем спасибо, что поддерживали на сегодня наш бой. Думаю, вам он очень понравился. Спасибо вам, что дали возможность выступить у вас. Очень хотел у вас выступить. Очень. Спасибо. Ощущения в бою очень классные, адреналин просто зашкаливает. С соперником уже знаком давным-давно, так что я не удивлен, что я с ним сегодня дрался. Очень большое спасибо тебе за бой. Чемпион. Повторюсь, тяжей не хватает. Инстаграм Махач Файтерс, 90 плюс вес. Добро пожаловать. Артем, как вам поединок? Да, поединок был хороший. Танос меня, если честно, сегодня удивил почему-то. Вот я все твои предыдущие бои смотрел. Ты очень хорошо с дистанцией работаешь. Но сегодня почему-то лез в клинч. И причем не просто лез в клинч, чтобы самому клинч взять и там нанести урон, а сам отдавал, просто тупо наклонял голову и лез там то под мышку, то еще куда-то. Ну, просто реально просил соперника прихватить себя за затылок и навтыкать апперкотов. Не знаю, возвращайся вот как раньше ты работал.
начал работы именно так. Это было очень эффективно, очень зрелищно, классно. Поэтому нужно так и работать. Вот. Ну а соперник молодец, адаптировался, то есть хорошо использовал клинч. Это и есть махач, это и есть голые кулаки, это разрешено здесь. Почему здесь это не использовать? Вот. Конечно же, двумя руками клинч не запрещен. Почему? Потому что тайский клинч, им намного проще сломать осанку. А когда ты уже сломал осанку, потом одной рукой добиваешь. Поэтому двумя вот этот тайский клинч запрещен. Поэтому этого не делай. А одной, продолжай в том же духе, у тебя это хорошо получалось. Но в целом, да, бой хороший. Вот. Заодно Дениски тоже показали, как надо работать здесь. Вот. Поэтому молодцы, пацаны. Мы как раз обсуждаем этот клинч, что нам надо делать в этом году. Всем привет, меня зовут Ярик, я из города Первомайск. Приехал сюда за Toyota и чемпионским поясом. Подготовка к бою проходила в домашних условиях из-за карантина, но готов на все 100%. Все, всем спасибо и приятного просмотра. Всех приветствую, меня зовут Богдан, родом я из города Херсон, 2,5 года уже проживаю в Киеве. Подготовки как таковой не было, так как был длительный перерыв больше 2 лет. На махач пришел за эмоциями, за адреналином. Ожидаю зрелищного боя, сопернику желаю, чтобы все прошло без травм. Встречайте следующую пару бойцов и поприветствуем первого бойца Даншин Ярослав. Представитель команды «Братья Даншины». Наш яркий боец, звезда Махача, уже имеет рекорд 1-1. В первом турнире одержал победу над Теплюком Вадимом по прозвищу «Баскетболист», но имеет одно поражение от Роберта Жмурко по прозвищу «Красава», который, кстати, является сегодня нашим боковым судьей. Представитель города Первомайск. Его рост 197, вес 89, и ему 25 лет. Напомню, что Ярослав является мастером спорта по боксу. Давайте его поддержим и пожелаем хорошего зрелищного поединка. Его сегодняшний оппонент Сераштан Богдан. Представитель города Херсон. Его рост 180, вес 72. И ему 22 года. Мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Имеет профессиональный рекорд 1-1. Сегодня дебютирует в нашем промоушне. Давайте его поддержим и пожелаем удачи. Разница в весе, потому что поединок в рамках гран-при. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Височная, затылочная часть мы не бьем. Позвоночный столб не бьем. Ниже пояса не бьем.
никакой борцовской техники. Слушаем мои команды, выполняем их, пожали руки. Судьи готовы? Готовы. Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тейпах уже знакомый вам Даньшин Ярослав. И в желтых тейпах дебютант Богдан. Оу! И вы видите, какая разница в габаритах, но Богдан уверенно напирает вперед. Ну да, ему и нужно, так как он намного ниже, ему как раз и нужно... Ух! Попадает хорошо встречным Ярослав. Те самые тяжелые удары 3, от Ярика. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, бойцы, на оглашение. Ярик. Давайте сюда. Друзья, в данном поединке победу нокаутом на 41-й секунде в первом раунде одержал Даньшин Ярослав. Большой зазор в весе, короткое уведомление, дали о себе знать. Богдан, в любом случае тебя с дебютом. Угол ждал, что ты подымешься, мы тоже ждали. Очень ярко начал и большие были ожидания. В любом случае, молодец. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Всех приветствую. Соперник был неудобный, высокий, было тяжело с ним работать. Но ничего страшного. Всем спасибо за поддержку. И вам отдельное спасибо за... Я думаю, Богдан себя покажет еще в рейтинговых поединках, именно в его весовой. Команда подготовит, Денис тоже говорит, что покажут. Ждем еще. Братья Даньшины возвращаются. Ярослав, с победой, брату привет. Какие твои ощущения? Ну, ощущения, не знаю даже, как это описать, потому что соперник был легче меня, там почти на 20 килограмм. Поэтому я даже, не буду по этому поводу ничего говорить. Скажу только пару слов по поводу своего тренера. У меня, 2 дня назад из жизни ушел тренер мой, Дранчевский Ростислав Тадеевич, который очень много сделал для того, чтобы, для становления меня как боксера, вообще человека, спортсмена. И вечная ему память. Все, спасибо. Спасибо. Послушай мнение нашего жюри. Денис. Конечно, Богдан прорывался на дистанцию. Увы, конечно, антропометрия дала о себе знать. Мастер спорта и мастер спорта международного класса по кикбоксингу это что-то знает. Вы, ребят, молодцы. Банка есть банка. Он до 10, кстати, встал. Он просто уже потом... Судья помахал стопом, и, в принципе, можно собираться домой. Ребят, красота. Мне понравилось. Доброго дня. Мене звати Діма. Для друзів Дімончик, боксер. Тактика бою моя якомога більше нанести ударів, якомога менше пропустити. Підготовка до бою відрізнялася від простих моїх звичайних тренувань тим, з розрахунком на те, що удари будуть кулаками, голими кулаками, більше захисту, якомога більше наносити ударів. Фішки в бою, хороший настрой, тільки вперед.
Приветствую, меня зовут Анатолий Савенко. Называйте ТТ, расшифровывайте как Толик Травма. Приехал из города Светловодск показать, что там есть тоже сильные духовитые пацаны. Приехал показать себя, выступить. Подготовка к бою проходила немножко по-другому, чем обычные тренировки. Было больше упорства, пота, крови, стараний. Представляю спортзал свой ДЮСШ номер 2, город Светловодск. Всем спорт, увидимся на ринге. Встречаем наших следующих бойцов и поприветствуем первого бойца. Куц Дмитрий по прозвищу Боксер. Приехал к нам из города Заболотье Волынской области. Его рост 174, вес 69, и ему 20 лет. Имеет первый взрослый разряд по боксу и кикбоксингу, чемпион Волынской области по боксу, участник международных соревнований по боксу. Сегодня дебютант нашей организации. Пришел ради Махача, чтобы почувствовать, что такое настоящий кулачный бой. Давайте пожелаем ему удачи и поддержим этого бойца. И встречаем его оппонента Савенко Анатолий по прозвищу ТТ. Представитель города Светловодск. Еще один наш участник с криминальным прошлым. Провел 2 года в не столь отдаленных местах. Я помню, когда он приходил на наш кастинг, он уже как будто после Махача к нам ворвался. Непрофессиональный боец, но благодаря боксу сумел закалить свой характер. Его рост 168, вес 67, и ему 24 года. Также сегодня дебютант нашей организации. Давайте пожелаем ему удачи и поддержим. Также хочу сказать, друзья, что этот бой проходит не в рамках Гран-при. Это рейтинговый поединок весовой категории 65-70. Возможно, потом ребята выскочат на замену в Гран-при, но пока это рейтинговый поединок, который в дальнейшем может быть претендентским за пояс. Дебютант, с правилами ознакомлены. Височная часть, затылочная часть, позвоночный столб мы не бьем. Не нарушаем, не отворачиваемся спиной к сопернику. Никакой борцовской техники. Кулачный бой честный, разрешен. Если понимаете, что вы начинаете фалить в клинче, либо я буду останавливать клинч ровно там секунда-две, либо красивый, честный бой. Уважаемые партнеры, слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Судьи готовы? Готовы, судьи? Готовы, судьи? Первый раунд, время, бой! Так, сразу же вперед полетел боец в черных тейпах. И жестко прям зарубился. Он пытается отвечать ему ТТ в желтых тейпах. Сразу ребята показывают зарубу. Прям с первых секунд они агрессивно, в агрессивном стиле начинают даже не работать. прощупывают бойцы друг друга, сразу же идут в бой. Бой! Просвистели кулаки прям над головой. Хорошо, хорошо. Так. О, какой на коротке был отличный боковой в исполнении. ТТ. Отлично разбивает, но... Слушай, насколько быстро летят удары, насколько быстро они пытаются обмениться. Они, в свою очередь, набрасывают туда. Смотри, как сейчас хорошо работает. Набрасывает по корпусу. И ТТ тоже по корпусу хорошо набрасывает. Слушай, ТТ больше еще работает корпусом, уклоняется. Да. В одном моменте, слушай, это
Это, чтобы ты понимал, это все один эпизод. Предупреждение большое. Все одна именно. Вот Прихват они двумя руками. парни затянули и Только просто одна. продолжают. Нет клинча, не становятся и просто рубятся, чисто в боксерском стиле. Заберись! Атак! Давай, бей, бей, не останавливайся! Вперед, на него! Не сдавай! Раз, два, три, 4. Готов? 5. Подними руки. 6. Работаем, бой! Бой продолжается и... Я в шоке, просто. Вот это залетело. Просто удар из зада. Я бы сказал, знаешь, такая дура залетела. Просто невероятно. Не то, что удар из зада, удар из непонятно откуда. Непонятно откуда, просто откуда он вылетел. Никто, мне кажется, не ожидал такого поворота события. Такой именно очень отчитывали нокдаун ТТ. ТТ выходит, запускает и все. Бойцы на середину. Буквально одно замечание. Прихват двумя руками, очень низко опускаешься. Судьи готовы? Готовы? Второй раунд, время, бой! О, в черных тэпах и прям влетает у него ТТ. Пошел, да! Есть! И хорошо ТТ набрасывает. Еще один нокдаун, я думаю. Раз. Это очень жестко. Пытается подняться. Смотри на ТТ, как заряжен ТТ. Слушай. Смотри на его лицо просто. Тигр. 7. 8. Сколько пальцев? Капа. Ручки. Все, давай. Не. Снимаемся? Работаем, бой! Собрался! Концовочка! ТТ выдал мощный плюх. Еще раз, вот И он снова закидывает, заряжает да, такой же оверхенд. Он на выходе из уклона наносит этот боковой удар, либо это короткий, либо такой прям оверхенд. И тут два удара было навстречу на самом деле. И, к сожалению... ТТ был более успешен в этом эпизоде, как раз в этом, на этих встречных ударах. Бойцы на оглашение сразу. В данном поединке техническим нокаутом победу одержал Савенко Анатолий по прозвищу ТТ. Поздравляю. Друзья, если вы хотите остановить поединок, не надо показывать вот так вот. Рефери не видит, судья тоже не видит. Бросайте полотенце, это на будущее. Так. Дима, поздравляю тебя с дебютом. Яркий поединок, немного не хватило, но вы закатили сумасшедшую рубку. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Всім дякую, хто тут зібрався. Ви всі круті пацани, хто виступає тут, на Махачі. Це реально уровень. Сопернику спасибо.
чуть-чуть не хватило. Нічого страшного, я думаю, я вернусь і закатаю ще одну хорошу рубку. Вот, спасибо. Спасибо тим, хто мене сьогодні приїхав підтримати. Це мої друзі. Вот, спасибо тим, хто підтримує мене там, вдалі. Вот, і вам всім спасибо. Толя, поздравляю тебя и с победой, и с дебютом. Большой молодец. Скажи несколько слов, пожалуйста. Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо организаторам. Дали возможность выступить. Мне хотелось этого очень. Соперник красавчик, плюхи жесткие ловил такие, апперкотик словил хороший. Фу, круто, дерется. Вот. Ну что, рад, что выиграл. Спасибо моим друзьям, пацанам, которые со мной приехали, спортзалу моему. Всем, кто со мной спарринг-партнером, тренерам всем моим, всем от души. Врагам тоже спасибо, закалили дух. Спасибо. Можно назвать его маленький Тайсон. Видели, как он уворачивался? А теперь послушаем мнение нашего жюри. Шикарный бой, прям вот хороший, заряженный бой. Поначалу такие мысли у Толика, на Толика мысли, как кот выпрыгнул там, что-то помахался и спрятался. Такой неакцентированный удалый. Но потом ты собрался и пошел в поединок. Один бой решает результат. Один бой. Поначалу вообще бомба, просто бомба. Бой шел довольно-таки ровно. Но лев на груди вырвался. Ты почувствовал, как лев на груди вырвался? Поздравляю, Толь, с победой. Давайте еще раз поддержим бойцов. Они заслуживают бонуса за такой яркий дебют. Спасибо вам.